Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Это Панама, я впадаю. Там легально трава? Да как сказать, а где она легально, нелегально? Ну, то есть... Ну, там можно... Ну, там идешь по улице, пахер идет по всей улице, скажем так. Если с точки зрения там и проститутки также стоят на улице. То есть легально, нелегально, полиция проезжает рядом. Даже проститутки, я тебе больше могу сказать, они такие, если им что-то не нравится, сейчас полицию позову, сейчас тебе это, даже пугают даже полиция сами. Но официально нет такого, типа, разрешено курить. Я бы сказал так, глядя на это, что они за этим не бегают. Потому что вот запах, все, идем искать. Если бы это Россия была, это было все по-другому, конечно. А вот там, ну ладно, что-то там дымит, ну, пусть дымит, особо ничего. Это явно там просто для себя, для своего удовольствия, не какая-то партия наркотиков. И так, в таком стиле. Тут тоже. Тут типа декриминализовано. То есть распространять нельзя, а если на тебе есть там несколько граммов, это не криминал. Всем привет, это Белиз, и мы встретились с Артуром. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Первый вопрос, Артур. Почему Белиз? Почему Белиз? Ты меня предупреждал о этом вопросе, но хорошего ответа нету. Белиз, в принципе, выбрал как бы меня. Я тут подавал на работу с компанией американской. У них магазины во всех Карибских островах, там везде какие-то круизные корабли заходят. И ответили из Белиза. Мы ожидали с Бахамы, но не получилось. С другом приехали. Это было в 2011 году. Я софальшую, у меня много историй. Отработал 7 лет и поехал обратно в Латвию. То есть ты из Латвии? Я из Латвии, да. Из Риги. Латыш. Патриот. Поехали обратно в Латвию. Прожил там 8 месяцев. Но поскольку я последние 2 года, когда я был в Белизе, я ездил еще в Штаты подрабатывать. И была такая идея, что надо еще раз съездить 3-й раз в Штаты. Когда я уезжал из Белиза в 2018 году, я думал, что я уже не вернусь сюда. То есть я уже уезжал насовсем, прощался. Все дела, знаешь. Тут у тебя уже, наверное, большая комьюнити образовалась, да? Да, много друзей. Тут есть и русскоговорящие, и местные. Играл в футбол в разных командах на любительском уровне. И работал. Много друзей. 7 лет прожил, знаешь, уже жизнь какая-то. И едя обратно в Латвию через океан, знаешь, не думаешь, что ты обратно приедешь. Это слишком далеко. Представлял так, что ли. Вполне возможно, это как сказать. Поехал в Латвию и там 8 месяцев прожил, проработал, поменял 3 работы, все там. Знаешь, ехал в Латвию, думал, с английским текущим найду работу нормальную, но не так легко, без образования. В 2018 году не было работы? Наверняка была, но как бы руками всегда есть работа на стройке. И, кстати, можно нормально зарабатывать, ничего плохого. Но я хотел как бы больше так, наверное, интеллектуальную, больше головой работу, не руками. И я думал, что английский будет преимущество. Но не было такого. Я, по крайней мере, не нашел. Может быть, я плохо искал. И я променял там всякие такие более
ручные работы. Последний был таксистом. И мне нравилось таксистом, прикольно таксистом работать. Везде проездил по ночам там. Но я арендовал такси, и у меня была такая идея, давай еще раз съезжу в Штаты. Я уже знал, сколько я там заработаю. Я там за 3 месяца сэкономил где-то $5000 американских. Но я там подсчитывал. А кем ты работал в Штатах? Тоже руками. Без документов. В Штатах тоже было интересно. Там я ходил, искал работу везде, где я заходил. Я на склады всякие ходил. И они давай сюда-сюда. Но у меня нету social. Тогда туда. А они не помогали делать документы? Не. Я там такие низкие работы искал. Для них такой толк. Через все это проходить. По-моему, уже Трамп был уже президент, да, с 16-го года. Это был 17-го, когда я первый раз приехал. Где я остановился? Думаю, приеду еще раз в Штаты, потому что я арендовал машину на такси, и это большой ущерб. Надо работать, чтобы отработать аренду. Газ — это 6 часов ты ездишь. Если ты работаешь 8 часов в день, ты только зарабатываешь последние 2 часа. А если своя машина, то получше. И я ехал, у меня подруга женилась в то же самое время, тут с работы подруга одна хорошая. И она говорит, как ты на свадьбу не приедет? Я думаю, заодно заеду в Тбилиси на 3 недели, потом в Штаты и обратно в Латвию, куплю машину, пойду пожарным, у меня друг пожарный, сутки через 3 работаешь, остальное на такси, буду делать нормальные деньги, живучие. Приехал, отпустился тут в Тбилиси, поехал в Штаты, и меня не впустили. Тебя в Штаты не пустили? Да. А тебе сколько лет было? Тогда это было 2018 год, 32 года. А чем аргументировали? Ответ какой? Там вообще... я допустил кое-какие ошибки, да. Там, во-первых, у меня был обратный билет через 3 месяца, это сразу как red flag, знаешь. Надо было на 2 недели брать и просто или апгрейд делать, или выкидывать этот билет, все равно бы ты сделаешь деньги. И то, что я на мексиканской авиалинии прилетел, наверное, тоже не самое лучшее. Их чесали, прочесывали конкретно. По сравнению с первыми 2 годами, когда я там ехал, в этот раз там не просто в будке сидит этот customs, а еще один снаружи стоит и прочесывает перед тем, как ты до будки доходишь. И я помню, я стою в очереди, и передо мной там, может, 3-4 человека, и какой-то мексиканец, и этот чувак говорит, говори на английском, тут Америка, так агрессивно. Я такой, я попал. Тут серьезно, знаешь. И да, как он услышал, что на 3 месяца, так он тебе сюда. Нам надо тебя проверить. Через телефон прошли, нашли какие-то старые фотки, где я работал там в Лос-Анджелесе. И тебя ставят в комнату. Я там сидел с китайцем, французом, малайзийцем. Обменивались историями, кто говорит. Да, каждого своя история, кто там учился, сколько лет, и теперь там съездил в Малайзию навестить родных, приехал обратно, толкнули, то еще как. За стеной девчонки, слышно, кто-то ревит. Понятно, это эмоциональная ситуация. И, там такое правило. Такое правило. Если тебя не пускают в Штаты, то та авиалиния, которая тебя завозит, она обязана тебя вывезти. И поскольку я из Мексики летел, меня не в Латвию, а в Мексику, И они приходят такие, у тебя билет в Латвию через 3 месяца, давай сделаешь апгрейд, столько вот он стоит. А авиалиния не обязана меня везти никуда, поэтому мне надо платить. Я говорю, у меня нету денег. Они говорят, тогда в Мексику полетишь. И я, окей, спасибо. Они ушли, я иду обратно к этому французу, китайцу, и я говорю, это по-любому блеф. Как это можно? Я реально 100% был уверен, что это блеф. Я смеялся там. Ты думал, что тебя кто-то разводит, что ли? Я думал, что они блефуют, посмотреть, что я все-таки заплачу за апгрейд. Что это такой блеф. И я говорю, невозможно. Гражданин Евросоюза, без денег, меня выселят в Мексике. Я просто не укладывался. Пошел спать.
разбудили меня, твой самолет пошли. И в Мексику. Без шнурков, там через весь аэропорт. Шнурки вытягивай, знаешь, а ремни только вешаться будет. А? Ремни. У меня, наверное, не было ремня тогда. Нет, походу, я не помню. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Да, короче, и в Мексику отправили меня, и в Мексике, были варианты. Или я думал, или обратно ехать, у меня денег было, не хватало на билет, мне бы надо было поночевать в аэропорту на каких-то 2-3 ночи, что я делал раньше. И в Канкуне, Брюсселе бывало. Когда без денег путешествуешь, что-то бывает, иногда надо поспать в аэропорту. И второй вариант был в Белиз обратно ехал. Там из Канкуна 9 часов автобус, может, $60. И тогда можно, у меня еще были какие-то, наверное, 700 евро на руках. У тебя в те года были какие-то документы белизовские или нет? Да, я был permanent resident с 2015, потому что я работал. Я когда приехал в 2011, первые 2 года на work permit, они больше 2 лет не любят давать. И мне не дали 3-й год. А у меня уже документы уже шли на резиденцию, но там очень долго идет, там, по-моему, 1.5 года у меня шло это. Не знаю, может, если заплатить, может, побыстрее, но я не платил. И мне не дали 3-й, мне надо было делать апелляцию на work permit, чтобы пока эти документы типа сделаются, чтобы мне дали work permit. В конце я получил резиденцию, там такой штамп в паспорте у меня все еще есть он. И я резидент. Гражданство мне не надо, но можно и получить. Я женат на белисте сейчас. Так надо получать. Да зачем? Лишь удивует. Я работать могу уже, путешествовать мой паспорт лучше, и я не вижу особой нужды, но можно получить, если хочется. И ты, значит, вернулся в Белиз. Вернулся в Белиз, перекантовался с друзьями, с теми друзьями, другими друзьями, и начались деньги заканчиваться, пошел в колл-центр работать. Это было в августе 2019-го. В декабре 2019-го, может, ты помнишь, в маленьком городке Китая Бэтмен укусил профессора наук, который... ковид начался. И тут в Белизе, по-моему, 40% GDP на туризме. Многие люди потеряли работу. Весь туризм, конечно, остановился. Но мне в колл-центре было очень удобно. Я работал из дома, экономил. Тут очень было строго в COVID. Там маску везде, вот видишь, улица пустая. Маска должна быть везде. На пляже тоже нельзя было ходить? В одном момент был curfew, где вообще никуда нельзя было ходить, только за покупками, аптека, банкомат, в принципе. И полицейские патрулировали. Я думаю, знаешь, страна не богатая, им было легче просто все закрыть, тупо, чтобы contain все это дело. И да, нормально было работать, и у меня хорошо получалось, но уже как только мне казалось, сколько я буду работать, пахать на 100%, я очень тяжело работал. Я думал, уже это не not sustainable, да, я буду по-английски вставлять. У меня русский, наверное, второй язык считается, просто латышском. И мне предложили повышение. И тогда ладно, надо еще остаться, хотя бы год, будет на резюме. У меня образование 12 классов, я ушел из университета, 3 месяца поручился, ушел. И, в принципе, резюме единственное, чем я могу торговать, только если я ищу работу. Поэтому я думаю, ты супервайзер, надо хотя бы год отработать. Тогда мне дали еще такие responsibilities, где интересные были с соцмедиями, с коммуникациями такие, что я думал, это тоже хорошо на резюме поставить. Надо еще поработать. А что за компания сама из себя представляла?
Тут это колл-центр, да, и тут сейчас вообще эта тема. Тогда было, может, 5, я в самом большом отработал 5 лет. Сейчас их, наверное, штук 20, может, больше. А что они делают? Это, в принципе, посредник, который соединяет американские разные компании с дешевым, рабочей силой дешевой. То есть они поставляют рабочую силу в Америку? Да, ну, в Америку у тебя, например, компания, тебе надо 100 человек отвечать на телефоны. Ты можешь платить $12 США в Штатах, или ты можешь тут за краши. Окей. Американские компании создали свои колл-центры в другой стране. Чтобы бывать дешевле. Даже так, что скорее больше система такая, что американцы создали колл-центр, который не связан с этой компанией, и тогда они привлекают всякие разные компании, может быть, там hotels.com, может быть, круизная линия, может быть, там еще что-то. Любой, кому нужно, виде на телефонах. У нас есть такие люди, вы нам платите, там, например, столько, что уже намного ниже, чем в Америке. Мы берем свою часть, даем. И довольно хорошие зарплаты такие на близком уровне все равно получаются. Сколько в среднем в колл-центре человек получает? Начинается с $3.50 американских долларов в час. И 150? 3.50 в час. В час. Да. Ты месяц хочешь? Ну да, в месяц сколько это в среднем выйдет? Месяц, 700 американских. Ну, это неплохо. Я знаю, что в Латвии люди за такие деньги работают. То есть 700 американских для Белиза — это хорошая зарплата? Я бы не сказал, но считай, я половину на этой зарплаты на аренду плачу. Ну, и все дорожает. За последние годы все так подорожало, все продукты уже другие совсем как бы расходы. А с чем это связано? Почему дорожает, а зарплата не повышается? Я не знаю, с Украины? Не знаю. А почему тут Украина? Украина там, Белиз здесь. Говорят. Но я не знаю, но как-то, может, ковид повлиял, я не знаю, но прямо, наверное, после ковида все дорожает. Яйца двойная цена, молоко двойная уже цена. А что, у Белиза нет своих яиц, своего молока? Молоко есть. Свое? У них есть менонитские комьюнити, они занимаются молочными продуктами, но самое популярное молоко, по-моему, они из Мексики привозят, Лала, который не надо в холодильнике держать. Ну, да, такое стерилизованное порошковое, я бы сказал. Да. Ну, в таком климате, наверное, самое лучшее. Ну, а яйца? Что, курица? Яйца. Я не знаю, откуда они завозят яйца, но подорожали все равно. То есть в основе продукты Белиза — это привозной продукт? Ну, тут есть агрокультура, и мне задаешь такие вопросы, на которые я не знаю ответы. Я не хочу соврать. Много чего завозят, много чего делают тут. По-моему, из Мексики завозят довольно много. У меня был друг, у которого отец занимался этим, он завозил фрукты и овощи из Мексики. Хотя тут тоже их растят. Но, наверное, там больше и дешевле. Мексика вообще дешевле. Туда хорошо съездить, отдохнуть. Далеко. Не знаю, почему подорожало. Ну, экспортирует вообще Белиз что-нибудь? Да. Что экспортирует? Что тут есть? Тут делают ром, тут есть эти сахарные... Тростник? Тростник называется по-русски. Тростник. И... Тростничок. Я не знаю. Как мне сказал один парень, который делает из него водку. Такое тоже можно, наверное. Ну, то есть, да, делают ром. Мне кажется, бананы, наверное, экспортируют. Бананы, апельсины растут. Вот апельсиновое дерево, кстати. Наверное, на твоей камере видно. Вот это Чика. Чика, знаешь, да? Чика? Ну, на бананах вот эта наклейка Чика. Чика? Да. Такая синяя наклейка Чика. Девушка такая нарисована. Это американская компания, которая, я не буду врать, в какие года, захватила именно рынок Латинской Америки. И все бананы, которые там Эквадор, Панама, Коста-Рика, Белиз, там Никарагуа, все идет под одним брендом. То есть это чик, все, и это чика. Так покупатель не понимает, это, типа Эквадор или откуда это, да, потому что это все идет на одним контейнере. Ну, у них, наверное, есть стандарт какой-то, как тени. Тут, потому что местные бананы,
Не, ну, конечно, там на каком-то контейнере, если там это большой портстед, это Эквадор, да, там, это, допустим, Коста-Рика. Конечно, метка есть в любом случае, но именно под одним брендом все это идет. Почему и в магазинах, особенно России, вот ты увидишь только синими наклейками Чика. Да я здесь в основе в Панаме заходил в магазин, в других странах Центральной Америки. Часто попадается наклейка Чика, Чика-Чик. Очень мало, которые без наклеек, оборот. Больше вот этот бренд. Я не знаю по брендам. Я знаю, что наклейки в Латвии тоже. Все наклейки. Есть тут из полезных ископаемых что-то? Не знаю, золото, нефть, газ? Мне кажется, что не добывают ничего, но тут была большая акция против того, чтобы сверлили где-то в море, наверное, за нефтью и что-то такое. И была большая акция, весь народ типа был против этого. И, наверное, они победили. Я не уверен. Ну, на сегодняшний день Белиз — это офшорная страна, как считаешь? Да, можно здесь можно здесь иметь офшорный аккаунт, по-моему. Но опять же, я не разбираюсь, но есть такие банки. Но большие здесь налоги вообще, если для организации открывают? Налоги? Хороший вопрос. Типа, чтобы свою компанию открыть? Да, вот ты захочу открыть компанию в Белизе. Сколько будет платить моя организация налог? Тут будет тебя бизнес-такс, будет GST, и колл-центрам, кстати, дают скидку. И им не надо платить, по-моему, бизнес-такс, и они платят, по-моему, это 1,75% от общего оборота. То есть они не считают, сколько ты там потратил на... 1,7%, правильно? 1,75%. Окей, с общей выручки. Да, с общего всего. И дополнительных никаких налогов нет? Для колл-центра. Потому что им дают такие. А если я открою, типа, заявлю деятельность колл-центр, но буду заниматься не колл-центром? А чем ты будешь заниматься? Не знаю, машин продавать, к примеру говорю. Но машин продают, там тоже есть два оператора. Скажу, вот же колл-центр. Да, но у тебя доходы будут как машин, я думаю, тебя поймают быстро. То есть это не такое, офшор контролируется, да? Нет, ну, кстати, если у тебя бизнес, то лучше открывать в нормальном банке аккаунт. А какой нормальный? Atlantic Bank? Atlantic Bank, ясный банк. Он родной Белизовский банк? По-моему, да. И мы сейчас в связи с открытием компании задавали такие вопросы, и нам говорили, что Atlantic Bank лучше всего, потому что они соблюдают правила, которые американцам нравятся. То есть им лучше всего работать с американскими банками, потому что доверяют Atlantic, они все по процедуре делают. Но второй самый популярный — это Belize Bank. Но мне Atlantic больше нравится, я про Belize Bank. Иногда слышишь, там что-то задержалась зарплата. Ну, в принципе, он тоже нормально. Окей, если мы говорим не про колл-центр, про другой бизнес, то еще какой налог добавляется? Бизнес-такс, по-моему, 6%, но я не уверен. 6 сверху? Да. То есть ты будешь платить 7,75? Да. И, может быть, еще что-то есть, я не знаю. Но бизнес тут можно. И я думаю, как бы правительство не мешает. Но оно, мне кажется, наоборот заинтересовано, чтобы приезжали на станции, открывали бизнес. Да. Дают резиденцию через бизнес? Наверняка. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. А вообще есть такая возможность купить гражданство Белиз? Типа нелегально? Ну, как легально, нелегально. Может, есть какая-то нужная дверь, куда нужно занести и купить, тебе печать поставят. Тут был скандал, уже какие-то годы назад, я тут лет 14 живу. Наверное, лет 10 назад был скандал, когда всю иммиграцию вернули ногами вверх из-за именно этого, что
что-то там под столом, паспорт делали. Ну, наверняка, если знаешь, как в этих маленьких странах, знаешь правильных людей, наверняка можно. Но я думаю, что есть и легальный вид, если ты, правда, хочешь бизнес открыть. Я не знаю деталей, но обычно, если ты приезжаешь и ты вкладываешь деньги, или, может, покупаешь имущество, то обычно тебе должны давать как и легкий путь к как минимум резиденции. Ну, здесь надо проживать обязательно, да? А когда я делал резиденцию, было правило, что надо было быть год, и ты мог выехать за этот год, по-моему, 2 недели только. И если ты прожил год и не выезжал больше, чем на 2 недели, ты мог подавать на резиденцию. То есть, по факту, ты сначала должен прожить, а потом подаешь. Да. А находиться год я могу ездить туда официально? Ты будешь платить туристическую визу, по-моему, $50 США в месяц, каждый месяц. То есть я каждый месяц должен продлевать, и за год я заплачу там $600. Да. То есть сейчас даже я вот заехал, мне поставили штамп месяц. И чтобы остаться здесь, мне надо в миграцион сходить и сказать просто, я хочу продлиться. Да. И мне продляют. Да, без проблем. То есть это миграцион какой-то в Белиз-Сити или в любом городе другом можно? У нас тут тоже есть иммиграция. Я думаю, что не важно. В любом городе. Да. Я не знаю, есть ли в Сан-Игнасио, где ты остановился, но тут в Белмопане есть и в Белиз-Сити есть. А это надо приходить как? Когда заканчивается? Или прямо вот у меня сейчас, допустим, полмесяца прошло, могу и в середине прийти? Я думаю, что можно и в середине прийти. Ну, они продлят же от последнего срока, а не от того момента, когда я сейчас пришел. Должны, да. Окей. Твои плюсы Белиза, что тебе здесь нравится? Чем он тебя держит? Я говорю, Ну, окей, ну ты здесь все-таки живешь. Ты бы взял и уехал уже. но уже не уедешь. Почему? Вот. Я женат, во-первых, у меня ребенок, годик ребенку. Живем тут с мальчикой, женой. У меня 8 кошек. А зачем тебе 8 кошек? Ну, так получилось. Сейчас уже все прооперированы девушки, но с девушкой-кошкой, если ей удобно, она будет рожать каждые 3 месяца. И так у меня взорвалось. У нас одна еще уже было все хорошо, и одна кошка просто ниоткуда пришла, и у нас тут была высокая трава, начала жить с котенками своими. И когда мне покосили траву, я почувствовал плохо, что мы дом отобрали, в принципе. Это был ее дом, трава. Я ее взял вовнутрь, и сейчас она еще раз родила после этого, и потом мы все прооперировали. Но сейчас вроде на 8 должно закрыться цифра, у меня было и 14. То есть у тебя это 8 кошек от одной кошки все? Не, от разных. Когда моя жена заехала, у меня было 4 кошки. А в чем у тебя такое отношение к кошкам? Ну, я вырос, у нас обычно было, когда я был маленький, было больше кошек, но обычно один кот был дома. И я люблю кошек, но в Белизе у меня не было, пока я не нашел котенка на улице, в дожде, было холодно, такой маленький, еще которому маму надо. Я его взял вовнутрь, он вырос до годика, привел девчонку, девчонка родила, вот у меня уже 5 кошек. Жена приехала со своими 3, у меня были все прооперированы, а у нее 2 не оперированы. Они сразу забеременели. Больше кошек и так. Но и без кошек я все свои движения, даже если переехать в другой дом, мы смотрим, где будет хорошо для кошек. Но опять-таки ты говоришь, у меня жена, ребенок, но некоторые семьи странно меняют. У меня нет такой ситуации. Я работаю в колл-центре, я как белизиец тут живу простой жизнью, зарплата до зарплаты почти, знаешь, и плачу налоги, дороги, что починили, и нету таких. Хочешь голосовать? Хочешь голосовать? Не, мне не позволяют. Тебе нет, нас вариантов нет. Налоги платишь, а голосовать не можешь. Не. Да я и не знаю, тут 2 партии, я не знаю за кого. Я живу и при той, и при этой, и для меня нет разницы. Ладно. Но окей, помимо семьи и кошек, ты плюс. Что из них? Окей. Сайт-шат, да, так немножко. Но есть тут плюсы. Во-первых, единственная центральноамериканская страна, которая говорит на английском. Официальный язык, бывшая колония Британии, бывший британский Гондурас.
Чего бывший британский Гондурас? Ну, так называлось. Так и называют? British Honduras. Да. Они независимыми стали в 81 году. Королева на деньгах. Я бы сказал так. Я был в Гондурасе, и сравнить Гондурас с Белизом. Гондурас очень богатая страна с точки зрения полезных ископаемых. Они очень богаты. Просто как в чьи карманы это уходит? Вот вопрос другой. А так там очень много чего есть. Я уверен. Я не знаю, может, это есть. Тут это дерево махагони было экспорт большой. Ну, не знаю, что еще. Ну, тоже в Британию, наверное, шел в те года. Ну, вот махагони, еще один плюс. То есть ты ради этого здесь? Да. Погода тропическая, конечно. Мне надоедает вот такая погода постоянно. Надоедает. И что ты делаешь? И тут, ну, самое лучшее отдыхать у воды. Самое лучшее. Но если ты там старости лет, наверное, прикольно, что никогда не надо заботиться о воде. Не надо колеса менять на лошади. Да, правильно. Зима-лето. Но там минусы потом, да. Да. Я хотел сказать, что солнце очень жаркое. Белому человеку очень трудно. Сразу обгораешь. Я не знаю, ты... Но есть такое, да. И по температуре смотришь, вроде 31 градус, вроде ничего такого, но не тот самый 37, что в Европе. Я пример был живой, ты просто сказал, обгорает. Я из Гватемала-Сити, а Гватемала-Сити, она же выше, там прохладнее. Я поехал в сторону востока, Пуэрто-Бадиос, ну, там в сторону Тикали и так далее. А там уже климат, ты спускаешься, там и мягче, там жарче становится. А я, ну, знаешь, как Гватемала-Сити в футболке, типа, нормально. И я пока весь день ходил, я вечером прихожу, я такой, как у таксиста, понял, такой, я просто, ну, как бы поменял вот буквально 8 часов расстояния, все, и все поменялось. А наверху не обгорал? Нет, а там прохладнее, там от 15 до 20. Но солнце будет. От 15 до 20, ну, во-первых, сейчас эти месяцы, вот я говорю про февраль, 15-20 я ходил в футболке, все норм. И прохладно, ну, то есть классно. А когда уже вот к востоку поехал, там уже так жарко, душно, потеешь такой, да? Да, вот именно то. Ну, тут даже не надо весь день прогулять. Ты час погуляешь, у тебя будет вот он такой загар. Шея классная. Это минус. А ты спрашивал про плюсы. Что еще? Ну, плюсы, вот почему сюда едут иностранцы? И не просто едут, а едут именно жить. Американцы. Почему? Чем здесь надо? Американцам тут идеально, потому что они приезжают со своими деньгами. Для них купить землю, это типа дешево. Они могут... То, что в Америке никакие деньги, тут ты покупаешь землю, дом и отдыхаешь. То есть здесь дешевле, чем в Америке? Земля? Да. А с точки зрения стоимости жизни проживания, как вообще? Ты был в Америке, в Белизе, как цена проживания? Я был в Калифорнии, где, конечно, стоимость бешеная. Но тут, конечно, ниже, чем в Калифорнии. Но я не знаю, как там в середине Америки или там на юге, может, поменьше. Ну, стоимость, ну вот видишь, если ты спрашивал, что хорошая зарплата, вот эти 700, может, не скажем, что там офигенная зарплата, но если ты делаешь 1000, то может быть, ну, спокойная жизнь, скажем так, не то, что в масле купаться много. Да. Ну, американцы, я так понял, в основе сюда едут просто на бейсе. Вот сюда не едут на лагерь. Да, ну, тут есть дайвинг, есть туризм, как я говорю, 40% GDP — это туризм. Есть все эти майевские темпли, Big Blue Hole, знаешь, да? Ну, да, клубы очень знаменитые. По-моему, самый большой коралловый риф тут в Белизе. То есть весь этот дайвинг, снорклинг, очень много маленьких островков прикольных, где отдыхать. И, ну, природа, знаешь, джунгли. Такие вот, туризм. А чтобы жить, ну, то, что по-английски, вся Центральная Америка на испанском говорит, если не каждый говорит на испанском, ты говоришь на испанском. Пока. Тоже больше, чем я. У меня вся семья, у меня сын, наверное, первый язык у меня будет испанский. И так тебе, наоборот, проще, ты постоянно с ними общаешься, контактируешь. На английском. Ну, общайся на испанском, в Лободов. Надо.
Но они меня не учат. Хотя мальчики иногда что-то... Ну, типа, я научусь. Ничего не понял. Окей. Вот сколько лет ты здесь живешь? Как вообще здесь с медициной? Ты сталкивался с медициной? Проблемы есть какие-то? Да. Медицина тут... Приватный сектор довольно развит, много приватных клиник, и, в принципе, цены нормальные. Я недавно делал рентген на легкие, EKG, где сердце мерят, блад-тесты там. И, в принципе, я потратил где-то $200 на эти 3 теста, мои американские. Но эти государственные больницы, я туда очень часто тоже хожу, потому что там, в принципе, бесплатно. Ну, там все очереди, все такое. У меня жена рожала год назад, и тоже мы сходили сначала в приватную, но в приватной то, что, конечно, они хотят тебе помочь, конечно, но это и бизнес. То есть они, если тебе надо 2 аппоинтмента, на всякий пожарный давай 4 аппоинтмента там. И нам было дорого идти в приватную. 1 аппоинтмент сделали, и я сразу сказал, если у нас не сразу на 3 недели еще один, я такой, мы это не потянем. Пошли в государственную, там намного реже. Там приходите через 3 месяца в следующий раз. Если что болит, конечно, заходите, но... И рожали их тоже в государственной совершенно бесплатно. Ничего не надо платить. Единственное, что с родами, это не самое популярное, это кесарево сечение. Они не ждут на тебя. Они не ждут, пока ты там. Ну, потому что это дополнительная плата, если сечение по факту. Ну, мы не платим ничего. Подожди, вот начнем. Ты заговорил за бесплатную медицину. Окей, но эта бесплатная медицина идет с ваших налогов. Вы же оплачиваете социальные взносы. Когда ты получаешь зарплату, ты оплачиваешь социальный взнос. Да. Да, вот твоя бесплатная медицина в фарме. Да. И к тому, что если кесарево сечение даже делают бесплатной медицине, это дополнительные социальные взносы они получают от государства. Окей. Ну, для нас... То есть врачам, по факту, тут уже каждая женщина решает самостоятельно, врачам, в принципе, это выгодно и бесплатным, и платным, да. Платным ты сам платишь это деньгами, бесплатным это государство платит. Да, им государство все платит твоими взносами. Ясно. Вот. Ты их как бы не видишь физически, как бы и калькуляторе деньгами ты не считаешь, но они платят это. И, тут уже вопрос другой. Готовы ли женщины там получить себе такой шрам, да, или нет? Вот. Тут очень популярно. Тут большинство женщин, по-моему, со шрамом ходят. Вот. Это потому что, во-первых, гинекологу и анестезиологу проще сделать. Пункт. Все. И, во-вторых, они за это получают. Окей. А с точки зрения стоматологии, скорой помощи, как вообще сталкивался, нет? Стоматология — это зубной? Да. Давно не ходил, кстати, надо сходить. Я недавно жене говорил, надо сходить. Я делал в Гватемале, тут сразу через границу, Мелчор, такой маленький городок, там типа дешевле. Ты идешь через границу, кстати, тебе близко из Сан-Игнасио. И там, когда я там был, там сразу какие-то 4 разных офиса. То есть они уже знают, что белисы идут. Белисы сами идут, да, для чуть-чуть? Да. Вот эти пограничные городки, туда идут там пить пиво, гулять, покупать одежку, там обувь, там подешевле как-то. А я до этого, поэтому, прежде чем заехать в Белиз, я говорю, надо заправить полный бак. Так и есть. Если в Мексику, например, едешь, всегда заправляй там и едь обратно. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А со скорой помощью как? Я не сталкивался, и, в принципе, как говорится, лучше не полагаться на это. Но лучше, если тебя кто-то может отвезти в больницу, если у тебя там экстренная ситуация. Там вызывать дома, и ждать скорую. То есть не скоро приедет. Я не сталкивался, я не хочу говорить плохо, но я бы не ставил на рекомендовал. Окей. Твои минусы, Белиз. Спасибо. Ждал эту секцию.
Ну, во-первых, это жара, знаешь, даже местные выносят эту жару. Видишь, если походишь по городу, Попрятались. да, тень, кондиционер, зонтик, там спортивная площадка на выходной пустая, только после 4 вечера начинает наполняться. Агрессивное солнце. Довольно дорого, по-моему, по сравнению со всеми центральноамериканскими странами. Возможно, Бельгиз самый дорогой, может. Тут очень, как твой опыт, Но я бы не сказал, что он самый дорогой. который самый дорогой? Коста-Рика. Все-таки я так плюс-минус примерно в магазин зашел, это купил, то купил. Я бы сказал, Коста-Рика все-таки подороже было. А, например, если из Гватемалы ты говорил, то было 2 месяца. От зоны зависит. Если мы говорим про Гватемала-Сити, большой выбор и продуктов, и вообще всего, и сервиса, и все прочего, то там ты можешь как бы, выбрать. То есть есть зоны подешевле покушать, подороже покушать, то же самое с магазином. А если мы приближаемся к каким-то там маленьким городкам, там выбора мало, и там где-то что-то дешевле, а где-то что-то, наоборот, дороже. Дороже то, что завозное обычно, потому что логистика все-таки дополняет сумму. И если суммарно сравнивать страны, я бы сказал так, что в Гватемале очень большой выбор с точки зрения вообще любого формата, там, техники, одежды, продуктов, все. Потому что здесь, я так покатался неделю, я как сказал, как к бабушке в деревню приехал. То есть, да, прикольно, природа, птички, поет зелено, все чисто, чисто. Вот что самое главное, чисто меня удивило. То с точки зрения, если там мне какой-то нужен, не знаю, линза на мою камеру, я ее не найду здесь. Вот. А там я хотя бы могу, я там знаю, какие магазины, да, то есть специализированный магазин, я это найду. Вот. Но в плане цены с Гватемалы, если суммарно, больше выбора, наверное, да, дешевле, потому что выбор есть. А здесь ты хочешь это, но ты не покупаешь другое, потому что выбора нет. Ты сам и сказал минус, да. Так и есть. Выбора тут нет. Но тут за покупками как раз ездят в Мексику очень часто, в Гватемалу тоже. Выбора нету. По-моему, таможня дорогая, вот все завозное, как ты говорил, тут завозят электротехника дорогая, телефоны там всякие. Бензин дороже. Бензин дороже. Что еще? Сейчас. Минусы. У тебя, который тальгерит, там что-то такое прям. Вообще, как белизцы ведут себя к иностранцу? Хорошо. Добропорядочно или, не знаю, там, скажут, что понаехались? Не. Тут очень хорошо относятся, наверное, потому что знают, что в туризме у них экономика как бы на туризме держится, большим счетом. И, в принципе, они видят белого, это как будто они видят деньги. Да. Кошелек идет. Да. А там будет там много друзей. Yes, welcome to Belize. Там типа. И потом дай $1. Окей. Они видят кошелек. А как тогда преступность? Они такие, по голове дадим, может? Очень, очень интересно, что не целятся на иностранцев. Уважают. Конечно, есть районы, куда не надо ходить, а ночью тоже особо гулять не советую. Тоже куда. Но я тут 14 лет, я не сталкивался вообще ни с какой преступностью, но я живу обычно в нормальных районах, более-менее, и не хожу в плохие районы. Все преступность, хотя она высокая, если ты прочитаешь новости, там убийство, но это все в основном с бандами связано и с наркотиками, и свои там разборки. Твои терки. Да, их много, но как бы не задевают обычного человека особо, по моему опыту. Самый преступный, как говорят, Белиз-Сити. Белиз-Сити, да, потому что это как бы экономическая столица, хотя это Белопан столица. Белиз-Сити самые, как и... Папа. В кадр это не возьмем. Да, Белиз-Сити экономически самый активный, там больше всего работы, больше всего бомжей, грязнее, намного больше преступности. Да. Но поживее. Ты был там? Да. Поживее там супер. Темп. Окей. Значит, по твоим минусам, минуса больше нет.
То есть все комфортно. Думал об этом вопросе. Потому что я тут живу, знаешь, я как есть, так есть. Окей. Но есть вообще желание, какая-то хотелка внутри себя, что хотел бы Белиз покинуть? Я бы хотел, чтобы я мог путешествовать и туда-обратно. Ну, как бы идеальный вариант для меня был бы, если бы у меня был дом и тут, и в Латвии, потому что я все-таки латыш, патриот. И, На что тебя туда тянет? ну, воспоминания, знаешь, улицы, архитектура. Но это же все равно не все такое, как было раньше. Да, но все равно, как бы, пройтись по старым улицам. У меня там семья, у меня мать, там сестра, и у нее 4 ребенка. Я только 2 видел, 2 не видел даже. Ну, я к тому, что можешь выбраться на месяц, все, а зачем тебе там дом, как этого? Я, в принципе, хочу, чтобы мой сын был латышом тоже. Ага. И я хочу, чтобы у него был латвийский паспорт, потому что откроет ему мир намного больше, чем белийский паспорт. А у него сейчас белийский паспорт. У него сейчас, у него год ему. У него нет паспорта. Подожди, но документы все равно же какие-то при родах оформили. Да, свидетельство о рождении. Но паспорт не дают, гражданство дают, что? Ну, наверное. Я не знаю. У меня Просто ребенку сразу дают гражданство, и он получает паспорт, и все. Угу. Ну, а если ты с ребенком захочешь сейчас попутешествовать, как ты его повезешь? Тогда мне надо подавать на паспорт, чтобы делать паспорт. Мы просто это не делали, потому что мы не едем туда. Но надо, да. Но я хочу... И да, по-моему, в моей стране двойное гражданство позволяется только с несколькими странами, там Америка, там Австралия, наверное, Канада. Но до возраста, по-моему, 16 или 18 ты можешь иметь двойное, потом тебе надо выбирать. То есть мы можем теоретически его и с белийским, и с латвийским паспортом, пока он не вырастет. Но на латвийский намного труднее отсюда подавать. В принципе, надо, наверное, белийский делать, ехать в Латвию, там делать документы. А у тебя жена сальвадорка. Ну, она белийская. То есть гражданство не сальвадорка? Нет. Просто корни сальвадорские. Мать у нее из Сальвадора. Я не знаю, она гражданка или не гражданка тут. А как вообще с точки зрения консульства, посольства вашего здесь? Оно здесь есть? Нет? Нет. А куда? Латвийская? Да, куда по документам ты обращаешься? Я ехал в Вашингтон, Д.С., менять паспорт. И у меня сейчас опять истекает, и я думаю... А как ты поедешь? Тебя не пускают? Думаю, в Канаду сейчас уже. В Канаду. В Оттаву. Но тебе надо визу получать туда, или ты безвизовый едешь? В Канаду безвизовый. Можно ехать. А в Штаты у тебя визовый или безвизовый для латышей? В Штаты у нас есть это Visa Waiver Program. Это виза, где ты в онлайне заполняешь, $14 платишь, тебе за сутки, в принципе, одобряют. А это как электронная виза, типа, да? Да, для Шенгенстана на 90 дней, но мне ее... Ну, понятно, это на усмотрение уже, как говорится, инспектора на границе. Мне надо подавать, мне так и сказали, когда меня там цапнули, что мне надо подавать на обычную туристическую, я могу подавать, там надо платить, наверное, каких-то $200, может. Могут одобрить, могут не одобрить. В моем случае, скорее всего, не одобрят, поэтому я не подаю. А в Центральной и Южной Америке, то есть ваших посольств нету? Нет. Наверное, слишком дорого себе. То есть это Канада и США только. Ты здесь счастлив? Я думаю, что да. Такие сомнения. Ну, как бы, да. Ну, знаешь, стресс из жизни. Мне уже под 40, 38. И сейчас, в принципе, жизнь больше не о себе, а о семье, сын. И неважно, как я там чувствую. Мне надо работать, делать все вещи для семьи. Кормить кошек. Да, кормить кошек. Можно жить лучше. Я стремлюсь к тому, чтобы жить лучше. Поэтому я не скажу, что я типа счастлив, потому что я не отдыхаю. Нету времени отдыхать сейчас. Но и не несчастлив. Много здесь русскоговорящих? Достаточно, да. Как встречаетесь? Праздники, не праздники? Коммуницируете? Есть группа на Фейсбуке. У меня есть подруга, которая приехала в то же самое время с мужем, венгром. Она из Приднестровья. Как я говорю про нее. Она намного больше будет знать про Белиз. Ты сможешь поговорить с ней. Может, заговорил уже?
в процессе. Она намного больше знает меня, и у нее много подруг, и они собираются. Но это девчонки в основном. Я был там пару раз, но мне как бы интереснее с ее мужем венгром поговорить, чем это девичник как-то. Но русских тут много, достаточно, и есть такая группа. Ну, как они вообще, сплоченные или каждый сам по себе? Или какая-то только одна группа образовалась, и все? Наверняка есть люди в возрасте, да? Постарше? Да. И собираются, встречаются, пересекаются, нет? Старше 50, я думаю, я не встречал. Ну, они же есть. Возможно. Может, тихорем где-то. Какого-то острова. Ну, да. Окей. Твои рекомендации по Белизу. Ты рекомендуешь эту страну вообще для проживания? Русскоговорящим особенно. Ну, я думаю, каждый сам должен выбирать для себя. Как по мне, если ты на испанском говоришь, то, может, какие-то из соседних стран может получше для тебя опции. Но если у тебя английский только, тогда... Окей, если на русском говорить. Ну, как ты будешь зарабатывать, это вопрос. Если у тебя есть, например, онлайн-работа или канал ютубский, да? Белизе, я бы все равно, наверное, рекомендовал одну из соседних стран, потому что побольше чего делать. Да, ну, поинтереснее, как ты говорил, тут как деревня немножко. Но навестить, как бы, и если ты постарше, и ты хочешь уже в отпуск, как бы, тогда это может быть нормально. Просто тоже на пенсии, это здесь, да? Да. Ну, среди пенсионеров тоже жарко. Да, но я помню, бабушка всегда было холодно, всегда шубу там. Тут не надо беспокоить. Прошу, Ваня, да. Окей. Вопросы остаются без ответов? А может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.